Ух ты! Смотрите, как тянет. О, это что-то хорошее подошло. Все. Ребят, только прикормился. И вот первая поклевка. Амурчик клюнул. Ну, где-то килограммчик. Ну что, рыбалка началась. Сегодняшнее видео про амура. Я хочу половить именно амурчика. Поэтому с этой положительной ноты и записываю видео. Смотрите, я думаю, дальше будет интереснее. Вот это поклевка. Вторая. Сидел, монтировал. Думал, что все. Сейчас поставлюсь. Палатку начну ставить. А тут раз. Вторая поклевка. Неожиданно, приятно. Надеюсь, это то, что я хотел все лето поймать. На Амур хотел выехать. Блин, ну что ж такое? Быстро-то, я только закинул. Сразу подошел. А постоять. Оп. Есть. Есть, ребят. Где-то около 3 килограмм. Для начала вот так. Быстрый старт. Ребят, ну я доволен. Быстрый старт. Где-то в районе 3 килограмм карпик. Вначале амур на килограмм, сейчас карпик. Получается, недалеко от камыша стоит рыба. И хорошо подходит сейчас. Дальше посмотрим. Но хотелось укрупниться. Я очень доволен. Рыбалка началась отлично. Ну так что, смотрим дальше, что будет по итогу. Давай, друг. Отдышался? Все, ушел. Ну что, опять ставлю и, наверное, сейчас переставлю две на эту точку, 2 удочки, потому что, ну, пошли поклевки. Значит, точка работает, надо переставлять. Что ждать-то? Одну чуть-чуть смещу вот так к берегу, а вторую поставлю на ту же самую точку. Даже если ты прикормил и поставил нормальную точку, и ты считаешь нужным, что она прям вот супер бомбовская, ты замаркерил все остальное, а тут не клюет,
Смысл там ее держать? Ну оставь одно удилище. А переставь 2 туда, откуда поклевки идут. Все, поставил. Сейчас второй перемаркерю и тоже туда поставлю. Ребят, блин, адреналин, класс. Вот это сюрприз. Забыл поставить. Вот это да. Ребят, вот это сюрприз. В общем, получается, один сигнализатор регулировал и поставил без всего. А у меня здесь паровозит, сифонит. А я не понимаю, что. Я думал, что у соседа. А вот он. Карпик подошел. Блин, я же на Амур хотел. Ну как ты так? А? Дружище. А? Фух. Ладно. Начало бодрое. 3-я рыба. И тоже такая же хорошая. 3-4. Итак, ребят, второй карп. Первый амур. Карп и еще один карп. Ну вот Sticky Baits облюбовал он в авторсе. Вот. И прям вот карп почему-то вот на розовый попап клюет. Вот. Классно. Самое интересное то, что фрикцион раскручивает. Я думаю, что это соседа фрикцион раскручивается. Что такое происходит, я вообще не понимаю. А он, оказывается, клюет. Бедолага подошел. Но обрыв, прыгаю всегда вниз. Это, конечно, напряжно. С этим не поделаешь ничего. Здесь вот брова, камышовая зона. Здесь надо ловить. И вот у меня здесь и ловится. Ну что, и это только начало. Сейчас вечерняя зорька пойдет. И я надеюсь, все-таки укрупнится по амурам большим. Так что ждем. Дыши и пошел. Ну, ожил. О. Ушел. Вот это да! Ага, провозит. Ушел. О, запроводила. Наконец-то.
Наконец-то. Ух ты. Смотрите, как тянет. О. Навозим. Опять карпик подошел. Где амур-то? Ну, такой килограмм 3 точно. Всем доброе утро. Меня разбудил в 5:30 карпик в районе 3 килограмм. Естественно, был пойманный и амнистирован сразу же. Но вот ночь прошла, я все-таки надеялся, что ночью либо утром подойдет нормальный карп. Нормальное в моем понимании либо карп, либо амур. Больше на амур хочу. Где-то 10+. Здесь такие есть, здесь таких ловят. У меня не получилось за первые сутки. И сейчас я вот, так как уже разбудил меня, наверное, сделал утренний прикорм по 5 ракет. Так. По прикормке я применяю все тот же самый рецепт, который был недавно на канале опубликован. Плюс, единственное, что я его не дроблю, потому что здесь очень много сорной рыбы. А сорная рыба быстро уничтожит вот дробленую смесь, это прям вот в лед. Поэтому просто та же самая смесь: кукуруза, конопля, пшеница с молоком. Молоко я добавляю для амура. Хороший амур здесь есть. Я хочу амурчика половить, поэтому добавляю. Ой, ну что, поехали дальше. По 5 ракет в каждую точку. Так, ребят, после поклевки я держу точку. В каком смысле? Я не бросаю ее, кормлю и перезакидываюсь. И кормлюсь вот с такими большими стиками. Она у меня недалеко, 34 метра. В стиках у меня только бойлы, получается, зерновыми я кормлюсь, привлекаю рыбу. И чуть-чуть со стиками бойлов подкидываю. Вот. И клюет вот на вафтерсы. Клюет вот на вафтерсы вот такие большие. Так. Поехали. Оп. Нормально. Вот 2 удочки у меня клюнуло, я их не трогаю, точки кормлю. Одна точка посередине я ее тоже оставляю, ну а вдруг, да? Вот. И последняя точка вот у меня вот ходит туда-сюда. И вот сейчас я ее хочу вытащить. Все-таки день. И я думаю, что она, ну, ближе к камышу кидал. Она не будет работать, мне кажется. Вот. Там есть рядом уже второе удилище. Поэтому я ее могу вытащить. И сейчас поставлю вот где-то под бровку. Ну, посмотрю. Экспериментирую, ребят. Просто экспериментирую. Смотрите, как, ребят, херачит. Стоять. О, это что-то хорошее подошло. Неужели я поймаю нормальную рыбу сейчас?
Но провозило прям хорошо. Давай, давай. Может, это амур? Я тебя жду уже. 12 часов, наверное. Ой. Давай. Потихонечку. Здесь, рядом. Уже, наверное, готов к парковке. Нет, разматываешь. Карпик. Да ё-моё. Опять карп. Хороший карпик. Хороший. По оснастке на что клюнул всегда спрашивать. Это Wafters Pineapple Butterix. Почему-то вот когда жара пошла, это жаркая погода, он прям безотказно действует. Стики начали очень хорошо работать. В прохладной воде как-то не активно. И вот такой красавец. Это 4,5, ближе к пятерке. Ну, наверное, все-таки 4,5. Такой карпик. Бодрая поклевка, отличный паровоз, отличные эмоции. Я его вытащил. И сейчас, ну вот, буду считать, что рыбалка для меня только начинается, потому что до этого было 5 поклевок, небольшие паровозики и небольшой навесок около 3 килограмм. Вот это 4,5. Рассказка такая, как у сазанов. Вот на одном из якорей ловил, как раз такой бурая такая. Жарище стоит. Фух. Днем все-таки распогодилось и пошла жарко, а до этого не было жарко. Идут карпы отлично, зерновые. У кого нет денег на бойлы, ловите на зерновые. Насадочный бойл используйте, да и все. Все, ушел. Все, нормально. Фух, ребят, жарище. Все, давай. Пошла, да? Пошла. Вперед. Ага. Длинная поклевка. Сижу, поводки вижу. И подошел, да? Ты кто? Йо, ты тот же самый. Из тех же самых людей. Амурчик. Ребят, приехал за амуром, думаю, большого поймаю. Ну как это так, а? Ну вы чё? Амуры, вы издеваетесь надо мной, а? Килограммчик даже нету. Давай. Ушел. Вот такая рыбалка. Хочу амура. Ловлю карпов и маленьких амурчиков. Насаживаю со стиками с такими большими, огромными. В них бойлы.
Все. Перезакинулись. Опа. Так, давай клюй. Ждем поклевки. Я чуть-чуть подремать. Бегу. Ух ты. Тянет-то какая. Аж радостно. Есть карапуз. Есть. Первый, я второй. Хьюстон. Что там? Клюет? Ну, где поклевка уверенная? Где уверенный паровоз? Где рыба на 20 килограмм? О, видите? Клюет. Ну, давай, ну тащи. Давай, сильнее как-то. Ну, как-то не уверенно. Ну, как-то пободрее, что ли. Давай, пободрее клюй. Ну, что ты такой? Вообще, неактивный. Давай. Лещ. Лещ пришел. Наконец-то. Плоский. Я тебя сижу на фидер, пытаюсь поймать, а ты здесь идешь. Слушайте. А лещ хороший. Опа. Ребят, смотрите, какой лещ. Классный. Вот на этом водоеме предвестник хороший клещ, хорошего клёва. Именно вот такой лещ. Я надеюсь, сегодня в ночь крупный подойдет. Так что лещ это классно. Ну что, надежду на эту ночь. Что-то есть. О, хорошая. Ну неужели дальняя точка сработала? Ну, давай. Давай. Что-то очень хорошее. Наконец-то. О, Анютчик. Я тебя дождался. Ракета ушла. Ух ты. Все. Все, я взял. Я хотел амура, я его взял. Фу. Ребята, адреналинчик. Вообще, ждал так долго. Знаю, что здесь ловится. Знаю, что люди ловят. Но сам вот очень долго выкармливал. Из той точки, которую до этого уже всегда ловил. И все равно долго пришлось выкармливать. И попискивания такие были. Пик. В общем, в берег клевал. Вообще. Адреналин полный.
Слушай, да днем метр, вот как раз он во всю длину мата лег. Вафтерсы меня в этот раз очень сильно удивили и порадовали. Ну вот, да, вот мат, метр. Офигенно. Ну что, ребят, я кайфанул. Правда, долго выкармливал, долго его пытался поймать. И вот смотрите, вот такой метровый амур. Ну, килограмм 10 в нем точно есть. Не могу сейчас взвесить. Ну, гляньте, какой классный. Червонец это однозначно, если не больше. Такой хвост, еле обхватываю даже рукой. У меня, наверное, ширина руки меньше, чем вот этот обхватываю хвост. Вот такой классный. Вот, ребята. Вот. Вот зачем я ехал. За амуром. Вот за таким красавцем я ехал. И я его поймал. Фух, сейчас быстрее в мешок. Правда, ребят, это просто кайф. Бьется. И в этом году я еще амуров так сильно не ловил. На соревнованиях. А вот на пруду нет. И я его дождался. Ну что, пойду в воду. Ну что, ребята, вот такие эмоции. На этом рыбалка, конечно, не заканчивается, а только начинается. Ночная, пошел амур. Я сейчас на эту точку сразу 2 удилища. По центру клюнуло почему-то на 7,5 метрах. Но это старая точка, на которой я всегда здесь ловил. Но только закидывал с другого берега. Вот, она сработала. И хороший амур-то сработал. Хотя я ждал его около бровки. Вот, сейчас тогда 2 удочки оставлю на бровке. И 2 на 78 метров. Хочу еще поймать. Ну что, пойду клипсоваться, перенасаживаться и закидываться. Доброе утро, ребят. Сейчас где-то только расцвело. И вот первая поклевка. Но что-то небольшое. А, лещ пришел. Сопливый. Леща здесь много. И хороший лещ. Опа. Хочу показать вам, смотрите, какой шикарный лещ. Жалко, что не амур, конечно. А так хотелось бы амура. Но еще у меня утренняя зойка, поэтому ловлю дальше. Ребят, по насадкам все равно будете писать, спрашивать, что клевало и как. Вот смотрите, основной работал вообще в Вафтерс. Меня удивила эта рыбалка тем, что очень активно клевало на Вафтерс. Именно Вафтерсы работали хорошо. И Вафтерс, и Sticky Baits, и Hit and Run я ставил, тоже работал. И именно вот такой цвет. Сейчас вам покажу, чтобы камера сфокусировалась. Вот, видите? Меня очень удивило, что хорошо работала именно лесная ягода и персик с перцем.
Вот. Также немного клевал на авторсе именно Pineapple Butyrix. Вот такой цвет. Но мне кажется, здесь связано это с тем, клев всегда со средой обитания карпа или же амура. Здесь берег суглинок, не глина, а суглинок, и он светлый, песчаный. И, видать, вот эти цвета, два, как фавориты, были всю мою рыбалку. Отлично, и карп, и амур на нем брался. Все отлично. Так что в авторсе здесь лучше клевали, чем, к примеру, попапы. Это интересно для меня. То есть любой водоем, он по-разному клюет, разные насадки лучше работают. Ну что, ребят, еще раз, перед тем, как отпустить, хочу показать вам того амура, который сделал мою рыбалку удачной. Я считаю, что рыбалка удалась. Да, здесь ловят и больше, чем я. Вот одного здесь по 10, по 15, говорят, ловили. Я рад тому, что есть. Ух ты. В авторсе рулят на этой рыбалке. Ой. Вот такая торпеда. Ребят, ну классная. О. Давно гонялся за амуром. И надеюсь, что в августе удастся выехать на амур и поймать его. Вот такая торпедка. Классная. Мне нравится. Все. Блин, огонь рыба, а не огонь. Карпы поднадоели, а вот амура хотелось давно поймать. Есть. Я это сделал. Давай. Торпедка. Классная. Метровая рыба. Блин, я все-таки люблю амуров. Куда? Давай отдышись. Все, ушел. Ну что, ребят, все. Моя рыбалка подходит к концу. Я вытаскиваю последние свои снасти и поеду домой. Ну, для меня рыбалка удалась. Мне удалось поймать рыбу, за которой я гонялся. Пусть ее немного, но она есть. Я ее поймал. В следующий раз постараюсь увеличить и вес, и количество амуров. Ну, а там, как Бог даст, потому что рыбка, она непредсказуемая и клюет по-своему. Вы можете предполагать, а рыбка все-таки клюет и располагает, как она хочет. Всем спасибо. Всем, кому понравилось, ставь лайк, подписывайся, делись, пожалуйста, моим видео. Всем ни хвоста, ни шеи. До новых встреч!